$569 за 1000 кубометров. Ровно столько сейчас стоит газ на европейском энергетическом рынке, а год назад за тот же объем давали меньше $40. И это цена на бирже, а для конечного потребителя газ обойдется, наверное, раза в 2 дороже, если учесть накрутки всех посредников и стоимость его транспортировки. Это означает, что средний европеец должен будет заплатить по счетам в квитанциях сумму даже не в 14, а в 28 раз большую, чем годом ранее. А что там будет с украинцами, которые перекупают у них российский газ с дополнительной наценкой, вообще страшно представить. В 28 раз, Карл. Неплохой такой результат политики диверсификации источников энергоснабжения Европы. «Газпром» является важнейшим поставщиком голубого топлива на рынок ЕС, занимая порядка трети его. Однако после знаменитой мюнхенской речи президента Владимира Путина, а также 2 газовых войн между Россией и Украиной, Брюссель принял решение снизить свою зависимость от Москвы. Начались проекты по строительству СПГ-терминалов на побережье, строительство Южного газотранспортного коридора. Также европейцы благожелательно отнеслись к идее Израиля проложить по дну Средиземного моря трубопровод Истмед, с интересом посматривали в сторону Туркмении. США решили воспользоваться удачной рыночной конъюнктурой и пристроить на рынке ЕС свой жиженый природный газ, потеснив на нем «Газпром». Казалось бы, европейцы должны только радоваться, что образовался избыток предложения, который должен привести к снижению закупочной цены, но вышло иначе. Первая проблема заключается в том, что американский СПГ значительно дороже российского трубопроводного, поэтому США выгодно не на свою продукцию цену снизить, а вздернуть ее для европейцев. Под их чутким руководством в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, за ним последовали известные события в Крыму и на Донбассе, а Россия была официально признана Киевом страной-агрессором. В результате Вашингтон получил в свои руки вентиль от транзитной трубы, идущей через незалежную Европу. Почти полная победа, однако «Газпром» сразу же после Майдана начал тянуть обходные трубопроводы вокруг Украины, Турецкий поток и Северный поток-2. Несмотря на все чинимые американцами препоны, российская госкорпорация к концу лета 2021 года с достройкой в общем и целом управилась, и начало работы Северного потока-2, мешает только отсутствие сертификации и необходимость произвести ряд юридических процедур. Из-за страха попасть под американские санкции, из российско-германского проекта уже вышли несколько европейских компаний. Казалось бы, Вашингтон накрепко придавил трубопровод своей пяткой, но тут дала знать о себе вторая проблема американского СПГ. Этот газ оказался весь из себя такой ветреный и непостоянный и потек туда, куда задул ветер. Цены на СПГ в Азии традиционно выше, чем в Европе, а тут еще и сказались последствия пандемии коронавируса, которые Азиатско-Тихоокеанский регион сумел преодолеть первым, а также результаты аномально холодной зимы и необычайно жаркого лета. Вместо Европы американский СПГ пошел на развивающиеся рынки, оставив Старый Свет с дефицитом энергоресурсов. Это позволяет сделать один очень важный вывод: жиженый природный газ представляет собой чересчур ненадежный ресурс, чтобы всерьез делать на него ставку как основу энергобезопасности. Сегодня он есть, а завтра его нет, и что ты будешь делать? В сухом остатке получается, что единственным по-настоящему надежным источником энергоснабжения ЕС является природный газ, поставляемый по магистральным трубопроводам, причем самым рациональным будет заключение долгосрочных контрактов по цене, чтобы можно было рассчитывать на определенные объемы, по заранее оговоренной определенной цене, чтобы не было этих чудовищных скачков в 14 раз. Но европейцы сами себя перехитрили. Они не захотели контрактов с долгосрочной жесткой привязкой по ценам, им, понимаешь, гибкость подавай. Вот и получили стоимость 1000 кубометров в $569. На энергетическом рынке Старого Света в настоящее время бушует идеальный шторм, обусловленный сочетанием нескольких факторов. Во-первых, из-за аномально холодной зимы 2020-2021 годов, а также жаркого лета, подземные газохранилища почти пусты. Во-вторых, в силу указанных факторов, весь свободный СПГ ушел на азиатский рынок, где цены выше. Капитализм, он такой. В-третьих, «Газпром» решил не играть в хорошего парня и идти навстречу европейцам. Вместо этого отечественный монополист
снизил до оговоренного транзитным соглашением с Украиной минимума прокачку газа и не стал бронировать мощности белорусско-польского трубопровода. А тут и авария на дочернем предприятии «Газпромом» в Новом Уренгое так вовремя подоспела, из-за чего поставки газа уменьшились еще в 2 раза. Результат – дефицит газа в Европе накануне начала отопительного сезона. Все в шоке, но кто на самом деле виноват? «Газпром», который столько копий сломал, пытаясь сохранить свою долю на европейском энергетическом рынке, или же сама Европа, которая ему в этом только мешала, брезгливо кривясь от российского голубого топлива. Явно не на ту лошадку-то в Старом Свете поставили. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.